Резкий прорыв на фронте. Россияне опять пошли на штурм этого легендарного села. Опять надули. Один из ближайших союзников Москвы решительно поддержал Украину. Еще одна страна НАТО атакована. Кто пытался сорвать поставки важного ресурса? Россияне опять в очередях. Города-миллионники оказались без воды. Чекисты подставили Путина. Российские силовики открыли охоту на китайцев. Дружбе конец. Вчерашний партнер требует от РФ немедленно вывести войска. Об этих и других событиях к утру воскресенья 9 августа. Неделя подошла к концу, самое время подвести итоги и ничего не упустить. В эфире «Нехта» для вас работает Олесь Корниенко. Российская армия, похоже, устала от издевательств и насмешек и решила, наконец, взять проклятое для нее место. Оккупанты снова рвутся к той самой Малой Токмачке. Z-каналы утверждают, что ВС РФ якобы снова продвинулись примерно на 3 километра в районе этой магической точки на карте. Военкор Евгений Лисицын также заявил, что подразделения захватчиков опять же якобы уже вошли в городскую застройку Орехово. Независимого подтверждения этим заявлением пока нет. Малая Токмачка остается одним из ключевых участков обороны перед Ореховым. Российские источники уже неоднократно объявляли о продвижении и даже захвате села, однако украинские силы впоследствии восстанавливали позиции. По открытым данным, бои в районе продолжаются, а Орехов остается под контролем ВСУ. Продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки, также продолжаются бои в районе Малой Токмачки, также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки. Как думаете, в этот раз возьмут? Хорошо, попал. Удары по складам Wildberries бьют по снабжению оккупантов. После начала целенаправленных атак украинских дронов продажи военной продукции через Marketplace просели на десятки процентов, пишет Верстка. Речь идет о бронежилетах, коптерах, аксессуарах для дронов и оружия, приборах ночного видения и прицелах. После начала ударов по логистическим центрам заказы рухнули по отдельным позициям на 20 и даже 40%. И это лишь минимальная оценка, подчеркивает издание. Часть военных товаров спрятана в гражданских категориях. Выходит, шутки про военную базу не были просто шутками. Вы только подумайте, Wildberries, все называют его ВБ. Это что за расшифровка? Это военная база называется. Очередная пощечина Путину. Зеленский посетил страну, которая считается союзницей Москвы. Президент Украины совершил первый официальный визит в Сербию. А хозяин встречи, президент Александр Вучич, вновь подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы желаем Украине всяческих успехов, и что касается нас, мы как страна никогда не будем создавать никаких проблем. Белград при этом по-прежнему отказывается присоединиться к санкциям против России. Однако Сербия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь и ранее обещала участвовать в восстановлении украинских городов. Вучич подчеркнул и европейский вектор. Сербия и Украина обе стремятся в ЕС, а Белград намерен развивать сотрудничество с Киевом в этом направлении. Украина всегда будет пользоваться полной поддержкой нашей страны на своем европейском пути. И еще одна внешнеполитическая оплеуха, и снова от правительства, с которым у Москвы вроде было все схвачено. Грузия потребовала от России прекратить оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона. В 18-ю годовщину российского нападения официальный Тбилиси вновь заявил, что Россия незаконно оккупирует часть грузинской территории. Более того, Россия расширяет незаконный контроль над оккупированными регионами, продолжает процесс их милитаризации и активно предпринимает шаги в направлении их фактической аннексии. Грузинское внешнеполитическое ведомство также заявило о продолжающихся нарушениях прав человека, этнической дискриминации грузин и изоляции жителей оккупированных территорий. Тбилиси требует от Москвы вывести войска, выполнить международные обязательства и обеспечить безопасное возвращение беженцев и вынужденных переселенцев. Владимир Зеленский вынужден признать горький факт. Нас фактично не залишилось.
У нас фактически не осталось неповрежденных электростанций, многие вокзалы разрушены, больницы, университеты, обычные гражданские предприятия. В то же время президент Украины во время визита в Сербию заявил, что важная договоренность достигнута с Вашингтоном. У кого есть противоракетные системы? Прежде всего, у производителя Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы над этим работаем. Будут ли они поставлять нам ракеты ежемесячно? Да, у нас есть договоренности. Правда, тут есть нюанс. Достаточно ли этих ракет? Нет. Поэтому, по словам Зеленского, Киев параллельно ведет переговоры с европейскими союзниками, прежде всего с Польшей, Германией и странами Скандинавии, у которых есть совместимые запасы. Еще в одну страну НАТО залетел чужой дрон. На этот раз беспилотник взорвался возле болгарского города Генерал-Тошево, всего в сотне метров от границы с Румынией. По словам премьера Румена Радева, аппарат упал на поле подсолнечника, а густой черный дым после взрыва указывает на значительное количество взрывчатки. Пострадавших и разрушений нет. Но не дрон-играчка. Но место падения вызывает тревогу. Примерно в 200 метрах находится румынская компрессорная станция, а в километре болгарская станция трансбалканского газопровода. Радев, который в прошлом командовал ВВС страны, подчеркнул, что это был не дрон-игрушка, а более крупный аппарат. При этом, по признанию премьера, его не заметили ни болгарские, ни румынские системы наблюдения за воздушным пространством. Радев, чья партия победила недавно на выборах, критикуя Киев и призывая восстановить отношения с Москвой, не смог назвать страну, которая запустила этот дрон. Якобы пока его детали изучают военные и полиция. А вот происхождение другого БПЛА со взрывчаткой, которую на днях обнаружили в аэропорту Лейпцига, уже установлено. Американская разведка считает, что он, вероятнее всего, связан с российскими властями, пишет The Wall Street Journal. Дрон нашли в закрытой зоне рядом с украинским грузовым Ан-124 «Руслан», после чего аэропорт остановил работу. По данным немецких СМИ, взрыва удалось избежать из-за неисправного детонатора. Глава МВД Германии назвал произошедшее новым уровнем опасности. В ту же ночь произошел еще один загадочный инцидент. Грузовой Boeing 757 компании DHL был вынужден прервать заход на посадку из-за закрытия аэропорта, а затем столкнулся в воздухе с неизвестным объектом. Самолет получил повреждения, но благополучно сел в Ганновере. Немецкие силовики расследуют оба эпизода, причем дело с дроном рассматривается как возможная диверсия с участием иностранного государства. Уже после двух этих опасных ЧП неопознанные беспилотники появились над важным объектом Бундесвера в Мехернихе, где ремонтируют системы ПВО «Патриот». Очередь аж в конце стоит, за углом. Россияне опять выстраиваются в очереди и уже не за бензином, а за водой. Правда, в этот раз ВСУ ни при чем. В 1,5-миллионном Екатеринбурге произошла крупная авария на главной станции водоподготовки, из-за чего без стабильного водоснабжения остались сотни тысяч жителей. Внезапное ухудшение качества исходной воды на водозаборе привело к критическому засорению 8 из 20 магистральных фильтров. В результате давление в городской сети резко упало, и в целом ряде районов холодная и горячая вода полностью исчезла, либо перестала доходить до верхних этажей жилых домов. Масштабный сбой спровоцировал настоящий коммунальный коллапс и вынудил горожан массово выстраиваться в огромные очереди. Жители уральской столицы штурмуют местные супермаркеты, оперативно раскупая запасы бутилированной воды, а также собираются возле уличных водоматов и немногочисленных автоцистерн, организованных городскими службами. В социальных сетях распространяются кадры, на которых люди пытаются набирать техническую воду даже из городских фонтанов и открытых водоемов. Это уже второй крупный город России, который сталкивается с проблемой водоснабжения. Тюменцы уже более недели жалуются на жуткую вонь от водопроводной воды, из-за чего ее невозможно не только пить, но даже использовать для мытья и стирки. Эта вода тоже воняет, но хотя бы не так невыносимо. Чем не символ четвертьвекового правления персонажа, который вместо того, чтобы строить и ремонтировать свои города, разрушает чужие.
В операцию «Молочка» внесут коррективы. По некоторым судам подчиненные Мадяра бить перестанут. По данным Bloomberg, Киев согласился с просьбой США не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска и нероссийские танкеры, которые вывозят казахстанскую нефть. Через этот маршрут проходит около 2% мировых поставок нефти, а для Астаны он критически важен. Ограничение будет действовать при условии, что суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российские грузы. За Казахстан в Вашингтоне вступился весьма влиятельный лоббист, американский нефтяной гигант «Шеврон». Компания владеет 15% Каспийского трубопроводного консорциума и половиной крупнейшего казахстанского месторождения Тенгиз. После украинских ударов глава «Шеврон» Майк Уирт и другие топ-менеджеры обсуждали ситуацию с администрацией Трампа, после чего Вашингтон уже сформулировал просьбу Киеву. Так что сама охота на российский теневой флот не прекращается, но теперь у нее появляется более четкая красная линия. Для судовладельцев Украина уже создала специальные каналы связи, через которые можно подтверждать груз и согласовывать безопасный проход через Черное море. Российские чекисты хватают не только инакомыслящих сограждан, европейцев и американцев. Силовики так раскочегарились, что взялись уже и за граждан союзных стран. В Москве по делу о шпионаже арестовали 42-летнего аспиранта из Китая. Как объяснила «Медиазона», товарища Чен Юнта сначала отправили за решетку на 15 суток по классическим обвинениям: мелкое хулиганство и ругань матом в общественном месте. А сразу после административного ареста перевели в СИЗО уже по уголовному делу. Что именно вменяют китайцу, неизвестно. Материалы по делам о шпионаже засекречены. Чен Юнта учился на кафедре сравнительной политологии и занимался внешней политикой Китая. В 2024 и 2025 годах он опубликовал научные работы о международных отношениях, жесткой и мягкой силе Пекина, а также выступал на конференции Ломоносов с докладом о роли Китая в БРИКС. Теперь самое время браться за работу о российско-китайской дружбе. Времени-то будет вагон. За шпионаж в путинской России можно получить срок до 20 лет. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.